Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание» с Натальей Волковой. Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала. Мне очень приятно, что вы решили меня поддержать. Итак, сегодня я вам хочу показать и рассказать, каким образом можно связать вот такую вот очень интересную и красивую, на мой взгляд, кайму крючком. При этом сразу хочу сказать, что эта кайма, она, как на мой взгляд, абсолютно несложно вяжется. И ее удобство также заключается в том, что она вяжется как отдельное полотно, потому что бывает такая кайма, которая вяжется уже непосредственно от самого изделия. То есть здесь вы можете просто связать отдельно вот такую вот кайму и с помощью нее оформить, украсить или кофточку, или юбочку. То есть это уже чисто на ваше усмотрение. Лично я сейчас на данный момент вяжу летнюю кофточку, в которой я использую вот именно вот такой вот узор, то есть вот такую кайму. И мне очень нравится, как она смотрится, эта кайма в изделии, поэтому я решила подготовить на нее отдельный, очень подробный видео МК. Итак, начинаем. Так, работать я буду вот по этой схеме. Данная схема вам будет предоставлена в конце этого видео, поэтому при желании вы сможете ее распечатать и также по ней работать. Для вязания образца я взяла 100% импортный хлопок. Это у меня хлопок с мерсеризацией, 50 грамм, 120 метров. И при этом я взяла крючочек, у меня номер 3,5. То есть я специально взяла потолще крючок, чтобы полотно не было толстым и грубым. И далее я вам покажу, каким образом я вязала вот эту вот кайму, очень которая мне понравилась. Итак, для начала самое первое, что вы должны сделать, это провязать 5 воздушных петелек. То есть я вот делаю первую такую петлю, которую я не буду считать, и провязываю 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Вот. Далее, согласно схеме, я должна провязать 3 столбика с накидом в первую петлю. Вот в первую петельку провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот 3 столбика с накидом провязала. Далее я должна сделать одну воздушную петельку и также провязать в эту же петлю 3 столбика с накидом. То есть одну воздушную петельку я сделала и также провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. Мы с вами провязали первый ряд узора. Вот он на схеме указан. Далее я делаю 3 воздушные петли для подъема. Вот указано 3 воздушные петли для подъема. И в петельку, которую провязывала, воздушную петлю между 3 столбиками с накидом, я опять же провязываю 3 столбика с накидом, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом. Поворачиваю работу. 3 воздушные петельки я сделала. Провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. 1 воздушная петля. И еще 3 столбика с накидом в эту же петельку. 1, 2, 3. Вот я провязала второй ряд. Дальше мы смотрим схему. Я должна сделать 1 столбик с накидом в 5-ю петельку. То есть вот сюда, в самое начало работы, я провязываю 1 столбик с накидом. Вот, с вами провязали второй ряд. Далее я поворачиваю работу и согласно схеме, вот мы вяжем сейчас третий вот этот вот ряд. Я должна провязать 4 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3, 4.
Вот 4 петли я провязала. И далее я должна сделать, опять же, провязать 3 столбика с накидом в предыдущую петельку, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом. То есть повторяем точно так же, как я вязала в предыдущем ряду. 1, 2, 3, 1 воздушная петля и также еще 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот так вот. Далее, согласно схеме, я должна сделать 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Таким вот образом. Поворачиваю работу и вяжу следующий ряд. Вот он у меня точно так же в одну петельку в предыдущую провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля и еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот я провязала. На схеме у меня вот 4-й вот этот вот ряд получается. И далее я должна провязать 1 столбик с накидом вот в эту петельку. Один столбик с накидом. Поворачиваю работу. Делаю 4 воздушные петли для подъема. Вот 4 воздушные петли. 5, сейчас вяжем на данный момент 5-й ряд. Вот он, этот 5-й ряд. 3 столбика с накидом в предыдущую петельку. 1, 2, 3. 1 воздушная петля и также 3 столбика с накидом в предыдущую петельку. 1, 2, 3. Хлопковая пряжа, она немножко расслаивается, поэтому с ней, конечно, не очень удобно работать. И вот сейчас на данный момент мы провязали 5-й ряд и начинаем на этом 5-м ряду вязать вот этот веерок, который будет идти боковой следующим образом. Я провязываю 1 столбик с накидом вот в эту петельку. 1 столбик с накидом. Далее я делаю 2 воздушные петли, еще 1 столбик с накидом, 2 воздушные петли, еще 1 столбик с накидом. Всего согласно схемы, вот здесь вот если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть я должна провязать 6 столбиков с накидом вот в эту дугу. Между ними я провязываю по 2 воздушные петли. То есть вот 3 столбика с накидом я провязала, 2 воздушные петли, еще 1 столбик с накидом, это у меня 4-й, 2 воздушные петли, 5-й столбик с накидом, 2 воздушные петли и 6-й столбик с накидом. Все в одну петельку провязывается. Вот. Перепроверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть все правильно. 6 столбиков с накидом. Далее, согласно схеме, я провязываю 1 столбик без накида вот в эту петельку. Как бы фиксирую этот веерок. Вот. Далее я поворачиваю работу. И мы вяжем следующий ряд. Вот он здесь указан на схеме. Это я в каждую вот эти вот 2 петельки воздушной предыдущего ряда провязываю 1 столбик без накида, 3 столбика с накидом
и 1 столбик без накида я провязываю в каждую вот эту вот петельку предыдущего ряда. То есть вот я провязала 1 столбик без накида. Сюда же я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. И сюда же я провязываю 1 столбик без накида. Вот так. Далее то же самое я в следующую дугу провязываю. То есть 1 столбик без накида, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. И сюда же 1 столбик без накида. Вот так вот. Опять же повторяем. 1 столбик без накида. Это уже в следующую, в третью дугу получается. 3 столбика с накидом. И 1 столбик без накида в эту же дугу. Всего вот таких вот элементов у меня должно быть 5 штук. То есть каждую дугу я провязываю таким образом: 1 столбик без накида, 3 столбика с накидом и 1 столбик без накида. Вот это 4-й элемент. Вот он получается. И еще один я должна провязать. Вот 1 столбик без накида, 3 столбика с накидом и 1 столбик без накида. То есть вот получается, я провязала, можно сказать, что первый раппорт узора. То есть я вам покажу, как еще один раппорт вяжется, для того, чтобы более понятно было. Сейчас на данный момент мы с вами находимся вот на этом участке. То есть вот довязали 5-й элемент. Я провязала 1 столбик без накида. И далее мне необходимо сделать переход для того, чтобы вязать вот следующий вот этот вот элемент. Делаю я следующим образом. Провязываю 2 воздушные петли. И продолжаю вязать 3 столбика с накидом вот сюда, в предыдущую петельку. 1, 2, 3. 1 воздушная петля. И сюда же опять 1, 2, 3. 1 столбик с накидом в петельку предыдущего ряда вот сюда провязываю. Вот. Поворачиваем работу. 4 воздушные петли для подъема. 3, 4. И также провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 4 воздушные петли для подъема. На схеме это вот этот участок я сейчас уже провязываю. 4 воздушные петли, в которые потом опять будет вот этот веерок провязываться. Так вот, 4 воздушные петли я провязала. Поворачиваю работу. 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петля, 1, 2, 3. То
то есть также 3 столбика с накидом. То есть вот эта вот часть, если вы обратите внимание, вот эта вот, она вяжется везде одинаково, то есть по 3 столбика с накидом, предыдущую петельку, 1 воздушная петля и еще 3 столбика с накидом. То есть вот эта часть, она постоянно одинаково вяжется. Далее 1 столбик с накидом провязываем и фиксируем в предыдущую петельку. 4 воздушные петли, поворачиваем работу, 3 столбика с накидом в предыдущую петельку, 2, 3, 1 воздушная петля и 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Вот. И теперь я начинаю вывязывать опять же веерок второй. То есть на схеме это вот у меня провязала я вот этот вот веерок. Всего в общей сложности получается после первого веерочка я провязала 4 повтора. 1, 2, 3, 4. И на 4-м вот этом элементе я начинаю опять же вязать веерок. То есть вот здесь вот получается 1, 2, 3, 4. И на 4-м вяжу веерок. То есть вот в эту дугу 6 раз провязываю по 1 столбику с накидом. 1. Между ними по 2 воздушные петли. 2. 2 воздушные петли, 3 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 4 столбик с накидом, 2 воздушные петли, 5 столбик с накидом, 2 воздушные петли и 6 столбик с накидом. Перепроверяем, чтобы все было правильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чтобы веерочки у вас все были одного размера. И далее я провязываю 1 столбик с накидом. Вот в эту петельку фиксирую как бы вот этот веерок. Вот. После чего поворачиваю работу и вяжу в обратном направлении. То есть в первую дугу провязываю 1 столбик без накида. 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 1 столбик без накида и в следующую дугу опять же 1 столбик без накида, 3 столбика с накидом, 1 столбик без накида. Вот второй мы провязали элемент. Опять же 1 столбик без накида в следующую петельку, 3 столбика с накидом, 1 столбик без накида. Вот так вот. Далее опять же 1 столбик без накида в следующую петельку, 3 столбика с накидом, 2, 3 и 1 столбик без накида. И еще один элемент буквально остается. Вот 1 столбик без накида, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3 и получается 1 столбик без накида. Сюда же я провязываю.
Итак, вот мы с вами провязали. И далее я начинаю повторять по схеме. Это получается, делаю 2 воздушные петли и вяжу опять же 3 столбика с накидом, 1 воздушная петелька и 3 столбика с накидом. То есть вот я начинаю дальше вязать вот этот вот 3-й элемент. И таким образом вы уже вяжете вот эту кайму на необходимую вам длину. Я в свою очередь провяжу еще 1 элемент для того, чтобы более наглядно вам показать, как он будет выглядеть, потому что здесь еще только, можно сказать, 2 раза я сделала повтор. После того, как я провяжу еще 1 повтор, следующее, что я обязательно сделаю, это необходимо отпарить данное полотно. Отпаривать нужно очень-очень аккуратно, соблюдая температурный режим. То есть отпаривать я буду с изнаночной стороны. Но опять же, какую сторону тут для себя выбирать, изнаночную, то есть или вот эту, или вот эту, это вы уже должны сами смотреть, какая вам сторона как бы больше нравится, потому что кайма, она по своей сути, она как бы двухсторонняя получается, и на одну, и на вторую сторону она практически одинаково смотрится. Но тем не менее, необходимо отпарить это полотно, чтобы оно стало более ровненькое, более красивое, поэтому все это сделаю за кадром и покажу вам конечный вариант, что у меня получилось. Так, я провязала еще 1 раппорт узора, то есть у меня получилась в результате вот такая, на мой взгляд, достаточно интересная и красивая кайма крючком. После чего я отпарила эту кайму. Как вы видите, полотно стало такое более ровненькое, красивое. Я думаю, что с помощью этой каймы можно будет украсить или какую-нибудь кофточку, или юбочку. То есть это уже чисто на ваше усмотрение. Так, кому понравилось это видео, для кого оно было полезным, интересным, обязательно ставим лайк. Подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. Нажимаем на серый колокольчик вверху экрана, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео МК. Ну и, конечно же, досматриваем видео до конца, так как в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатные видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, до новых встреч!